Кулак о кулак, в моей машине грохочет рэпак так, что не слышно речи. В бардачке пятак, мою машину украшает рэпак. Охуенчи. Картинка замирает, большая машина медленно выезжает со двора. Глухая тонировка, вечером тренировка, встречи, договора, все как вчера. Картинка замирает, большая машина медленно выезжает со двора. Глухая тонировка, вечером тренировка, встречи, договора, все как вчера. Всем привет! У нас сегодня долгожданный обзор BMW. Я все комментарии видел ваши, спасибо. Когда обзор BMW, что я всех обманул. Но вот так получалось, что погода или плохая, или я уехал, или машина не готова. Вот все время откладывался этот обзор. Сегодня наконец я его отсниму. Отсниму я его в нескольких частях. Я вам расскажу про сам автомобиль, про его эксплуатацию. Также расскажу об аудиосистеме, о мультимедийной системе, как пользователей. Тигран расскажет про проводку и про шумоизоляцию. Этим занимался он. Дима расскажет про двери и магнитолу. И начнем с самого автомобиля, наверное. Это BMW 523. Несмотря на аббревиатуру 23, у него мотор не 2,3 литра, а мотор 2,5 литра. Это одна из самых удачных компоновок BMW. Вот, и из предыдущих кузовов, и из нынешних. Практически не требует внимания по ремонту, не ломается. Масло этот мотор не жрет. Ну, вернее, моторы у BMW, по-моему, они там несколько лет уже не меняются. Мотор здесь такой же стоит, как и на предыдущих моделях. Ну, стоит головка блока другая, ну и что-то еще изменено, не знаю. Этот мотор масло не ест. По ремонту автомобиля были, к сожалению, косяки за вот этот год эксплуатации. Машине уже вот на этот момент 4 года, когда я взял, было 3 года. Валят, знаешь сам, Челябинск или Москва, колеса крутятся. В этом танце улица, пусть все, что задумалось, сегодня сбудется. Пульс на плюс, вместе с этим треком промчусь по центру. На райончике сбавлю чуть-чуть, эту компашку включу, ключи кручу. Ничего не ищу, жить не учу, почувствую этот ритм, вот чего я хочу. Охуеть. Ну, косяки были, ну, я не знаю, сказать незначительные, в принципе незначительные, но вот в ценах на немцев некоторые вещи были неприятные. Ну, благо помогли люди. Вот, Ашот, Тигран посоветовал, сервис крутой, я там теперь обслуживаюсь. Человек помог и с запчастями, и сделал все очень недорого. Я заменил радиатор, который, если бы не Ашот, мне вышел бы 30 тысяч. Там я уложился чуть более 10 тысяч вместе с заменой сам радиатор оригинальный немецкий. Зашли внутрь, потому что холодно и ветер дует. И, короче, бэху я вам и так покажу, а расскажу про нее вот отсюда на фоне Hyundai. Правильно я говорю? Или... Очередной проект, кстати, покажи, делает Тигран. SQ. Тигран в последнее время запал на SQ. Вот. Старается не отставать от Димы Бекренева. Короче, про бэху. По обслуживанию машина реальная, и если вы зарабатываете минимум 100 тысяч в месяц, эту машину можно содержать. Потому что косяки вот в трехгодовалой машине, они случаются, и в пересчете, я считал, я не буду вам сейчас все эти цифры называть, я считал, это гораздо выгоднее получается взять трехгодовалую машину, там 2-3-годовалую, обслуживать ее, чем взять новую. Получается все равно дешевле гораздо, и вот я сторонник того, что лучше найти машину бэушную в хорошем состоянии, лучше в идеальном, и вот со всеми этими косячками мелкими смириться. С этим мотором проблем не возникает, то есть там ни по маслосъемникам, ни по каким-то сальникам, ничего такого нет. Ну, по крайней мере, если верить тому, что говорят в сервисах. Машины с большим литражом заезжают в сервисы постоянно, 550 они говорят, к нам ездят раз в месяц, F01, там, ну, многолитровые моторы в этом кузове, в других кузовах, семерка, тройка, они обслуживаются регулярно. То есть BMW не самая надежная машина, это факт. Это радует владельцев сервиса, потому что они говорят, если бы не было BMW, у нас бы не было столько работы. Но вот именно вот этот 2,5 литровый мотор, проблем с ним нет, вот в этой комплектации тоже машина абсолютно полностью надежная. Один косяк, как говорят, может вылететь блок управления впрыском. По-моему, это или мозги какие-то, или борт компьютера, не помню. По-моему, блок управления впрыском, и можно попасть на 80 тысяч рублей. Это вот один из самых таких больших попадосов, от которых там, ну, не застрахованы владельцы вот этой комплектации. По поводу ремонта, как только я ее купил, сразу на диагностике на яме сказали, что рычаг нужно поменять и один сайлентблок. Их я поменял, и в подвеску вот за весь этот год больше не лазил. Ничего там не делалось, ну, за исключением пружин, которые можно считать дооснащением.
и тормозов, которые я поменял просто для, даже не для профилактики, а как я думал, для улучшения. Они там подходили уже, можно было на них еще отъездить, но я вот посоветовался с людьми в автосервисе, не буду говорить в каком, мне продали какие-то Зиммерманы, оказалась такая хуйня, очень страшно ездить, Тигран со мной ездил, он знает, тормоза перегреваются моментально, начинают вибрировать жутко, выть и так далее. И поэтому мне пришлось тормозные диски с колодками за этот год поменять 2 раза. Вот эти первые, не поездив даже 10 тысяч, даже 5, по-моему, я на них отъездил, и пришлось поставить обратно штатные. Вот это вот самый большой попадос был. Оба раза я попал порядка 30 тысяч рублей. Короче, вот пацаны пока меняют тормоза, вон оригинал лежит. Вот это поебень, что мне поставили. Просто тупо вот под 10 тысяч пришлось тормоза выкинуть. Это не новые диски. С колодками тоже новые поменял. Вот это говно никогда не покупайте, ни в коем случае. Зиммерман. Вот, все остальное стоит, в принципе, приемлемо. По электрике одну катушку я поменял и свечи. Это стоит там, в разных сервисах по-разному, там от 7 до 10 тысяч рублей. И, в принципе, все. Делал ТО, 4 ТО сделал за этот год. Машина прошла 20 тысяч. Каждое ТО выходит там в районе 80 тысяч рублей. В принципе, все. Машина жрет 15 литров. За год около, там, грубо говоря, 1100-120 ушло на бензин. По машине нареканий нет. Единственное, что вот если сравнивать с предыдущими поколениями BMW, настолько, насколько я знаю, насколько я поездил на других, эта машина, конечно, собрана хуже. Она более скрипучая, более гремучая, пластик дешевле. Вот это видно, машин продается больше, им нужно удешевлять конструкцию, зарабатывать больше денег. Это, в принципе, логично. Машину всю проклеили, практически нигде ничего не гремит сейчас на ходу. Не от БАСа. О БАСе я расскажу чуть позже. Итак, по самой машине обслуживание в принципе реальное, но не для людей, которые зарабатывают нам 20, 30, 40 тысяч рублей в месяц. Она вас сожрет. Конечно, надо понимать, что лучше в этом случае взять японца, они надежней. Не такие комфортабельные, не такие, как это сказать, имиджевые, да, престижные. Японцы попроще, понадежнее зато. И подешевле сами по себе машины. Так, это все, что касается ремонта автомобиля. Что касается тюнинга до оснащения. Все очень дорого на BMW. Там, начиная от радиаторной решетки, заканчивая ковриками. Если вы хотите фирменное, это все очень дорого. Я на этот автомобиль установил 20-дюймовые диски Vossen. Это оригинал. Очень часто спрашивают. Это CV3, настоящие оригинальные диски. Очень дешево я их купил, потому что один диск был разбитый. Его заварили, надо было покрасить. Я на это забил. И до сих пор они не покрашены. В этом обзоре машина на зимних колесах. Я прикреплю фотки. Да и многие видели уже, как она шикарно смотрится на Воссенах. Как только ее обули на Воссены, сразу вылез такой огромный косяк. Она поднялась как джип и смотрелась просто ужасно уебищно. Потому что машина калининградской сборки, я так понял, для России делают увеличенный клиренс у машины. И это называется пакет для российских дорог. Они решили, что если на 3 сантиметра поднять машину или там 3,5, то российские дороги будут меньше чувствоваться, но колеса разъебывает точно так же, и вот поэтому задний мост мы опустили при помощи Ньютона, мы просто загрузили туда басуху, и она легла сама. Морда при этом поднялась и стала вообще некрасиво, и туда были установлены обычные оригинальные немецкие пружины, те, которые должны на этом кузове стоять изначально, без пакета для российских дорог, там занижение минус 3,5, по-моему, было, и машина стала очень ровненькая и красиво. Я бы еще чуть-чуть опустил морду, чуть-чуть бы еще опустил, но и так уже весь бампер там очень сильно в рот выигран, и нет желания опускать машину сильнее, потому что и так проходимость очень сильно упала. К бордюрам уже я подъезжаю болезненно очень, со скрежетом, и бампер уже был у меня под замену. По внешнему тюнингу в планах поставить бампер от М-пакета, может быть весь обвес, я не знаю, я посмотрю передний бампер, нормально ли он сойдется с порогами, может придется докупить пороги. Задний бампер, это такой вот приоритет номер 100-500, и в принципе не нужно, если найду дешевый бампер, поставлю. По внешке поменял только решетку радиатора на черную заменил. Вот ужасно смотрится вот это с хромированными окантовками. Мне очень не нравится. Очень сильно портит вид машины. И я думаю, со мной все владельцы BMW согласятся. Потому что, не знаю, 80% машин я вижу, кто покупает, ставят черные решетки. Очень в тему смотрится. Портит внешний вид вот эти молдинги боковые на оконных рамах. Тоже хромированные.
Shadowline есть такая вот фигня. Не просто черные молдинги, да, у BMW это называется Shadowline и стоит 40 тысяч рублей. Если вы захотите вот эти молдинги повесить на двери, без заморочек, просто поехать и купить их у дилера. Вот с вас дерут за это дерьмо 40 тысяч рублей. И я видел, люди красят, кто пластидипом, кто просто краской, кто-то находит какие-то другие варианты. У меня тоже в планах эти молдинги заменить. Портят внешний вид. А так вот, ну, по машине, вот в плане внешнего тюнинга, все доступно, есть куча всего, можно купить бэушное, новое, кто-то Хамманы ставят обвесы за 400 тысяч, там за 200 тысяч, кто-то вот М-пакет, ну вот бампера М-пакет можно, вообще весь М-пакет можно уложиться там в 50-70 тысяч рублей, купить полный обвес заводской на автомобиль. Короче, вот по заводскому тюнингу дорабатывать машину можно вечно, есть все, есть черные потолки, есть М-руль. Есть накладки в салон под дерево, есть под карбон, есть все что угодно. Но ценники зачастую неадекватные. По каталогу, если смотреть, можно вообще ужаснуться. Например, плавник на крышу Хамман под карбон, он стоит 90 тысяч рублей. Ебаная пластмасска, 90 тысяч рублей. И вот таких вот нелогичных вещей в автомобиле куча. Например, накладки под дерево 6 штук в салон вы можете купить за 150 тысяч рублей. Бэушные за 60. То есть тюнинг, он весь доступный, он весь очень круто сделанный. И вот все настолько предусмотрено, все очень легко меняется, самостоятельно можно менять, но оно все очень дорого, если не искать. Тюнинга просто море, и он вот увлекает людей, я на драйве почитал, благо, если хватает на это денег, у меня вот нет столько денег, потому что вот LED фары передние, да, поставить, это стоит минимум там 100 тысяч рублей, по идее там 170 они стоят. Задние фонари можно заменить. Добавить кучу всяких там жабр на крылья, М-стиль, там даже, блядь, полоски вот эти продаются разноцветные на решетку радиатора, и за них просят деньги, и за них платят деньги, и вешают на 520 D от М-ки вот эти вот триколор на радиаторную решетку. Не знаю зачем, нравится людям. И, ну, это хорошо на самом деле, это вот хобби, и люди любят автомобиль, и тут вот у BMW огромные возможности для тюнинга самостоятельного. Просто платите бабки, заказывайте, и все установить можно самостоятельно. У меня тюнинг пошел немножко в другом направлении, логично, да, для меня это музыкальное направление. И машиной занималось сколько людей? Много людей, да? Занимался Тигран, Дима Перетячик, да? Дима Бекренев, Тёма делал сабовое звено. Вот. Ну и пацаны в магазине там периодически подключаются, достать коробку, там сабвуфер установить, проводку перекинуть. Машина постоянно, вот аудиосистема живет своей жизнью, там то меняются сабвуферы, то мидбасы, то среднечастотники. Утвержденных на данный момент в этой аудиосистеме компонентов несколько, я сейчас про них расскажу более подробно. Но большинство компонентов, оно плавающее, оно меняется, либо потому что мне не нравится, либо потому что хочется поэкспериментировать, либо потому что оно сгорело все нахуй. Ну, сгоревшего там пока было немного, но расскажу, были косяки, конечно, расскажу о них подробнее. Сейчас мы пройдем в машину с Тиграном, но вначале Тигран вам расскажет, как он делал в этой машине электрику и шумовиброизоляцию. А я расскажу про аудиосистему, мультимедийную систему и покажу, как ей пользоваться, плюсы, минусы и так далее. Итак, Тигран полностью делал здесь проводку всю, и сейчас он вам про нее расскажет, если поймет, как открывается капот на BMW. Давай, ты сможешь. Смотри, я помыл капот. Это первый раз, вот как я ее купил, я помыл капот специально для обзора. Вы должны это ценить. Смотрите. Даже когда я работал, здесь было грязно. Да, была грязь полная. Так, вот отсюда мы видим провода, и сейчас Тигран про них расскажет. В данном автомобиле было очень-очень сложно найти место, где провести провода. Для одной протяжки, в принципе, еще было место, но для двух протяжек и еще и ПВ-70 очень было сложно. Провода ПВ-70 проложили вот отсюда. Установили здесь втулки специально. И к генератору, да, у нас идет 4 протяжки ПВ-70 идут к генератору. Генератор у нас здесь стоит. Денза японский, 210 ампер. Отличный генератор. Очень радует. И японский, и ампераж высокий. Короче, вот повезло в этом плане со штаткой. Не пришлось генератор менять. Да. В принципе, под капотом у нас больше ничего нет, даже ни одного предохранителя в системе не существует. Интересный факт, я вам сейчас покажу, как закрывается капот. Некоторые думают, что это со злости закрывается. На самом деле, надо закрывать вот так. Из-под капота в багажник к нам приходят 4 протяжки ПВ-70, подключаются к двум основным аккумуляторам, которые находятся здесь. От них дублируется на третий аккумулятор.
покажи. Вот тут. Тут уже бардак навели немножко, тут была такая крышечка, все было красиво. Наводят, да, регулярно бардак без меня. Было сделано крепление, основание под аккумуляторы, в ниши под заводской аккумулятор. Там, где у нормальных машин запаска, Да, там где у нормальных машин запаска, а здесь 2 аккумулятора стоит. Конечно, такая аудиосистема не может нормально работать без полной шумовиброизоляции салона. С фанатизмом ее нужно было делать. Побочным эффектом приятным явилось то, что в машине гораздо приятнее стало ездить. Шумка не самая лучшая в 5 почему-то. Ну, вот в том же Lexus GS я недавно ездил, там получше, мне понравилось больше. Может, я где-то в чем-то ошибаюсь, но машина достаточно шумная для бизнес-класса. Сейчас этого нет, ехать в ней как в 7. Тигран постарался на славу. Шумку поставили полностью шумов в несколько слоев. Каких и где сейчас Тигран вам расскажет. По шумовиброизоляции двери были проклеены шумов М4 и сверху нанесена шумоизоляция Комфорт. Крыша была проклеена 2 слоя виброизоляции 3 мм и шумоизоляция. Также был у нас проклеен весь полностью багажник, называется это шумоизоляция Mix F, она имеет там 3 слоя, то есть Саша даже в обзоре делал поросенка из него, я помню, он мне до сих пор стоит там. Вот. И проклеен также шумоизоляцией. Пол в этом автомобиле мы не клеили, так как здесь заводской пол имеет толщину где-то в районе 7 сантиметров. Единственное, откуда у нас есть звук, это с передних арок. То есть, как чуть погода наладится, Саша приедет, мы снимем эти арки, их помоем хорошенько, обезжирим и проклеим шумовиброизоляцию снаружи. Из основных сложностей при проклейке шумовиброизоляции была сложность только с потолком, так как там была наклеена заводская шумка. Ее отдирать очень сложно пришлось, вот этим вот скребком, блин, 2 или 3 дня мучился отдирать, да, всегда со мной теперь будет. Таким образом, автомобиль получил полную шумовиброизоляцию, и даже не учитывая музыку вот такого уровня, я рекомендую такой тюнинг в любой автомобиль, даже если музыку вы не устанавливаете. Это очень положительно влияет на ощущение от езды, гораздо тише в салоне становится, машина лучше гасит любые неровности дороги, и как бы это изменение такое, которое никак не влияет на конструкцию автомобиля в отрицательную сторону. Может, происходит небольшое утяжеление, ну, не критичное, но Килограмм под 70. в районе 50-70 килограмм общая шумка получается. И ну, на самом деле это не сильно критично, если у вас не какая-то там суперспортивная машина. А вот на удовольствие от езды это скажется очень сильно в положительную сторону. Ну и о самой аудиосистеме. Начнем с головного устройства. Головное устройство, как это ни странно, расположилось у нас в багажнике. Вот обратите внимание, кстати, вот эти саморезы вы видели в обзоре в одном, как мы прикручивали номер. К сожалению, это необходимо, чтобы он не отпадал. Магнитола у нас расположена вот здесь. Там хватило для нее места. Да, фото покажу, как Тигран ее поставил. Распаяли панельку таким образом. Дима расскажет, чтобы она была у нас вот здесь. Чуть более подробно об этом в части Диминой мы расскажем. Тигран изготовил фальшпол, на котором расположились 2 усилителя Ганнибал 4.180. Вот таким образом. Вот здесь Тигран очень сильно комплексует и говорит, не показывай, это не я делал, я бы не так сделал. Но у меня тут, как всегда, временно. Вот, на этом усилке нужно будет распаять таким образом межблочники на входе, чтобы они автоматом делились. Пока я использовал Y кабели, не самые лучшие, и поэтому у меня есть фон. Фальшпол у нас сделан из 2 частей. Передняя часть у нас стационарная и закреплена, на ней лежат усилки. Задняя часть снимается таким образом, что можно увидеть аккумуляторы. Вот. Ну, для этого, естественно, нужно достать короб. Сабвуферы установлены 2 бас-варриор неодимовых, 12-дюймовых. Очень мощные, очень легкие. И вот, насколько я сейчас понял, очень живучие. Достаточно хорошо я им даю пиздец, и они пока держатся. Вот, если сложить спинки, у нас салон приобретает полностью заводской вид. Здесь у нас есть подстаканники, здесь бардачок, здесь еще одно отделение для чего-нибудь. Там, по-моему, сумка должна быть для перевозки крупногабаритных вещей.
Вот. Тоннель называется. Места сзади куча. И вот таким образом сзади автомобиль никаких изменений не получил. По акустике два мидбаса, которые соединены параллельно между собой. Это у нас один канал усиления, еще один канал усиления, средний частотник 16,5 сантиметров в штатном месте, но с переделкой в объемах стоит 10-сантиметровый P-Audio SN 460F, очень крутой среднечастотник, очень качественно играющий и громко. И BNC DE35 твиттеры. Пока что самые лучшие твиттеры, что я видел в своей жизни, и со мной очень многие люди согласятся. Вот такая вот компоновка получилась. Экспериментировать можно здесь, и очень много, что я и делаю. Мидбасы я слушал Momo, Powerbass, DevBones. Среднечастотники тоже разные послушал. Вот пока подбираю. Не могу сказать, какие лучше, какие хуже, все по-разному. Вот, например, DevBones очень громко играет, но не самый лучший мидбас, потому что они по сути среднечастотники. Хороший мидбас выдавал Momo, но была нехватка по средней частоте, которая в принципе компенсировалась вот этими двумя серединками. Так что вот на Momo бы я сейчас остановился, но поэкспериментирую еще. Если честно, и DevBones мне сейчас нравятся, но буду искать еще звучание. Закреплены динамики не на саморезах, на винтах. Как эти гайки называются правильно? Не грызуны, а как обратно. Закладные гайки, да. На закладных гайках это реализовано. То есть у меня всегда в Форде была проблема, что тут было задырявлено 10 раз, закручивали, перекручивали. Здесь можно выкручивать, закручивать сколько угодно раз. Напомню, дверь имеет незаконченный вид. У нас здесь станут еще сетки когда-нибудь. Так, Тигран, а как ты провода провел, расскажи. Да, Саша для меня задачу, конечно, такую поставил. 4 провода в дверь завести через заводскую гофру. Не самых тонких. Прям. Не самых тонких. Здесь, вот здесь, в заводском разъеме у нас это не получилось сделать. Не получилось провести 4 провода. Максимум в нем можно провести 2 провода. Что мы сделали? Мы взяли, поставили дополнительную гофру. От чего? Скажи. От Приоры. А не от Нивы? Нет, это Приора, по-моему. Вот у меня запчасть от Приоры стоит, BMW F10. Ну и посмотри, как заводская стоит. Заводская, да. Как заводская, но в Приоре. Да. Красивая получилась дверь, никто не верит, что в ней будут когда-нибудь сетки, я тоже не верю. Я тоже не верю. Все говорят и так нормально, но мне тоже нравится, я бы и не закрывал. На самом деле у меня есть большое сомнение, что сетки отсюда не выбьет басом. Ну, посмотрим, надо поэкспериментировать, проверить. Даст бог, будут тут и сетки. По поводу аудио-мультимедийной системы. У нас здесь получилось 3 системы. Первая — это штатная, которая у нас осталась нетронутой. У нас работает CD, у нас работает радио. И динамики остались все, кроме тех, которые стоят в дверях. Подсидельники и задние динамики штатные у нас остались. И эта аудиосистема с ними работает. Сейчас покажу как. Так, вот штатная аудиосистема у нас работает. Сейчас AUX включен. Если мы включим радио, работает радио. Полностью штатный интерфейс, BMW-шный, весь сохранен. У нас все меню, ничего не изменилось. Все осталось точно так же. Также можно здесь слушать диск. Также эта хрень пищит парктрониками и сервисные сигналы всякие делает, типа дверь открыта или еще что-то. Если мы дотронемся до экрана, он у нас теперь стал тач. Мы переключаемся на еще одну аудио-мультимедийную систему, которая нам позволяет делать все. У нас здесь есть 3 входа USB, по которым мы можем слушать музыку, можем подключить iPhone, можем подключить модем, то есть сделать все что угодно. У нас есть Bluetooth, у нас есть навигация Navitel, не обновленная, кто-то мне написал. Такая погано достаточно выглядит. Я не понял пока, как ее обновить. Тут вот есть флешка, надо как-то на флешку записать новые эти. Но она работает, и в принципе я и пользовался. Но удобнее пользоваться в любом случае навигацией в мобильном телефоне, поэтому как бы я ее включал пару раз всего, когда было вот удобно, когда телефон не ловил, эта штука работала. Также у нас подключен TV-тюнер, у нас можно смотреть телевизор. Вот у Тиграна во дворе не очень хорошо ловит. Если мы переключимся сюда, у нас вообще в принципе стал принимать лучший сигнал. Я посмотрел, в Москве люди делают, вешают еще 2 антенны назад, и она ловит на ходу, на любой скорости.
картинка хорошая, цифровая. И телевизор, я смотрю, вот в пробках он идеально показывает. Отличная вещь, когда время надо убить или новости послушать интересно. Хорошая вещь. Таким образом, у нас мультимедийная система есть, штатная аудиосистема, они работают от штатных динамиков, они у нас остались. Вот ложка дегтя в бочку меда, вот этот пульт уебанный, который в принципе у меня здесь лежит, глаза не мозолит, но вот никак он не вписывается ни в интерьер, не я скажу, что это очень удобно, просто потому что было невозможно TV-тюнер подключить к вот этому головному устройству, чтобы управлять с него, поэтому для просмотра телеканалов нам нужен пульт, и вот переключение вот так осуществляется с пульта. С него же можно запустить, если не хочется смотреть TV-тюнер, внешние файлы. Вот у меня здесь мажор, стендап. Вот, работает перемотка, поиск, все дела, и вот можно. Кстати, вы замечали, что... Можно смотреть видеофайлы любые, тоже отличная вещь, вот в пути, в дорога вообще незаметно пролетает, ну, единственное, что надо записывать что-нибудь такое, что нужно не смотреть, а больше слушать, вот типа стендапа и тому подобное. Так, ну и главное, собственно, из-за чего обзор, это аудиосистема. Она работает у нас совершенно независимо от штатки, можно как бы включить и то, у нас штатная. Если ты проснулся рядом крокодила, продолжает работать, и в то же время у нас работает и эта аудиосистема. Слушаю музыку я при помощи айфона, подключаю шнурок. Можно реализовать другими способами, но мне так удобно, в принципе. Через приложение Lazy Tool я слушаю, часто спрашивают. Отличное приложение, можно скачать и файлы локальные. Вот видите, у меня по папкам разбиты. Если нужно, расскажу, там какой-нибудь мини-обзор сниму, как им пользоваться. Очень удобная штука. Также здесь есть все мои треки ВКонтакте. Он находится сейчас в авиарежиме, поэтому я не могу вам их показать. Ну, можно ВКонтакте мои аудиозаписи смотреть, можно любую из них скачать на телефон, чтобы она была доступна в режиме офлайн. И вот таким образом мы можем слушать музыку достаточно громко. Это громкая аудиосистема, это очень громкая аудиосистема. Мы, к сожалению, ну вернее, не знаю, к сожалению или к счастью, очень привыкли уже к громкой музыке, и вот тринашку, такие машины как тринашка, они нам кажутся громкими, такие как Бэха уже не очень привыкли. Но вот я включаю людям неподготовленным, они не понимают, как может быть так громко, для них это запредельная громкость, и на самом деле надо понимать, что вот при таком фронте, при уровне баса 149-150 дБ в седане для повседневки не спортивной, это действительно очень громкая аудиосистема получилась. Флешки у нас выведены все в бардачок, здесь вот провода можно воткнуть с музыкой, с фильмами, флешку, с аудиокнигами. Есть 3 разъема USB, подключить можно все что угодно. То есть машина очень хорошо предназначена для дальних путешествий. Минимальное вмешательство в штатную сеть. То есть у нас вот сколько я повторял, столько я повторяю. В BMW музыку из штатной аудиосистемы сделать ну, или сложно, или невозможно. Нужно делать вторым этажом, что у нас и получилось. У нас установлена громкая аудиосистема, у нас осталась штатка и у нас установлена мультимедиа. Мы можем смотреть видео, телевизор и так далее. Также у нас полностью сохранилось управление на руле. У нас осталась штатная громкая связь, Bluetooth работает, телефонная книга, то есть башка BMW-шная. Она коннектится точно так же с айфоном. Можно слушать через iPhone, в том числе аудио. То есть, я не знаю, может это даже как четвертый источник. Можно делать в этой машине, получается, все что угодно. Слушать музыку через iPhone, через флешки, через TV-тюнер, через Bluetooth. Кроме того, в ближайшее время будем экспериментировать с Apple TV. Поставим Apple TV, роутер и посмотрим, что из этого получится. Чисто в виде эксперимента. Мне этот Apple TV нахер не нужен. Вот, но интересно попробовать, вот как он сюда впишется. Также стоит отметить, что ездить в этом автомобиле одно удовольствие. И в плане динамики, несмотря на то, что это самый младший мотор, по-моему, или перед. Есть еще, по-моему, был 520-е были, не помню, атмосферники были ли они. Могу ошибаться, по-моему, они турбовые уже пошли. И в плане комфорта, и в плане вот шума, виброизоляции мы добавили. Теперь здесь стоит музыка, здесь стоит мультимедиа, и вот эта машина хороша для всех целей, кроме, наверное, поездок по бездорожью. Она стала ниже на 3,5 сантиметра спереди, сзади, наверное, даже чуть больше.
И на самом деле есть небольшой дискомфорт, на бордюры не на все уже можно заезжать, но никакой ущербности в эксплуатации я не чувствую, как вот на сильно заниженных машинах. То есть эта машина сейчас ровно на такой посадке, на которой она должна была бы ездить в Германии. Но у нас, к сожалению, дороги не такие, поэтому машина была изначально поднята, но мы с этим справились, благо кое у кого есть опыт. Вы видели первую машину Тиграна, вот когда я с ним познакомился по Риору? Я прикреплю, где они прыгали на грибном канале. Прикрепить? Давай. Прикреплю. А друзья, как бриллианты, лучше один. Так, и поехали про минусы. Вы сейчас их все в принципе увидите, их видно на камеру. Минусы основные — это то, что эта музыка, она разрушает автомобиль. Это прискорбно, но вот мне лично с этим приходится мириться. И в силу того, что я, как это сказать, не знаю, это может заболевание, такая громкая меломания. Мне нужно, чтобы музыка играла громко, и мне вот приходится с такими вещами мириться. Но на самом деле неприятно. И поехали по порядку. У нас отламывает передний плафон, лампу, она уже отпадала один раз. Охуенно проклеил, Тигран, охуенно, смотри. Сука. У нас стоп вчера у меня отвалился. Самое прикольное, что когда у Саши что-то отваливается, мне смс приходит. Да, потому что я приехал к Тиграну, говорю, трещит, проклеить надо. Он проклеил, трещать оно перестало, но отвалилось через полчаса. Также у нас с лючком бензобака проблема, там кнопка, которая держит лючок, вторая уже сломалась, там ломается усик в механизме этой кнопки, металлический, он тонкий, он не выдерживает, видимо, таких вибраций. Она стоит 600 рублей, вот я уже одну купил, сейчас придется покупать еще одну. Лючок бензобака, как ненормальный, сейчас прыгает без нее. И в принципе все, стекла не вываливаются, крышу немножко мнет, мы увидели, да, там появляются вмятины, придется, если дальше так пойдет, крышу придется провиброизолировать еще разок. Но в принципе сейчас кузов целый, нигде ничего не гнется, не мнется, не отваливается. Нет, обманул. Еще стало плохо открываться-закрываться автоматическая крышка багажника с самим замком. Что-то, видно, сместился. Там сумасшедшие вибрации идут больше всего на крышку багажника. И отвалилась аптечка со знаком аварийной остановки. Вот эта вот херня, что под крышкой багажника, к крышке багажника, которая крепится, она первым делом отвалилась. Я даже боюсь ее обратно прикручивать. Ее, наверное, надо там, я не знаю, 6 саморезами еще закреплять. Так чтобы, да, прям из крышки вылезли. В принципе, минусов больше от установки аудиосистемы нет. Только, может быть, вот эстетика скорбит чувства владельцев BMW. Вот эти уголки в дверях, ну и сами двери. Но я старался сделать максимально в этом проекте приближено к штатке, то есть это закроется сетками и в принципе должно выглядеть нормально. Хотя мне, если честно, и так нравится. По генератору тут вот этот стоит Efficient Dynamics, прикольная штука, которая на торможении дает больше заряда, на разгоне дает меньше, снимает нагрузку с генератора, якобы увеличивая мощность двигателя. Отключается она очень просто, я ее отключил, чтобы генератор всегда давал. А что ты ржешь? Прикольно, как сказал. Отключается очень просто. Отключается очень просто. А что ты ржешь? Берешь, вытаскиваешь провод и все. Берешь, вытаскиваешь штекер с минусовой клеймой аккумулятора. И все работает, да, 14,5 вольт заряжать начинает генератор. А так он сбрасывает до 13,6 на разгоне, что в принципе негативно может сказаться на аудиосистеме при вот самых больших нагрузках. Я эту херню отключил. Я не скажу, что машина стала ехать медленней. Медленнее она стала ехать, когда мы ее завибрили, поставили 200 килограмм музыки и 20-е диски. Вот тогда она чуть-чуть потеряла в динамике. Однако автомобиль разгоняется по-прежнему до 230 км в час. На трассе этого хватает вполне. Вот 180-200 я езжу. Там, где позволяет скоростной режим. О, ты смотри, вообще ништяк. Сейчас похаваем. Нельзя, я ж ем правильно. Я правильно ем морковку. Подписывайтесь на пацанов в инстаграме. Еще одна вам реклама. Ну а хуля делать? Это мои знакомые, хорошие, теперь мои кормильцы. Поэтому, вот, если интересно, что я жру, я, может, даже обзор сниму про этот рацион. Там очень интересные штуки. Я никогда не думал, что вот это правильное питание можно так вкусно есть. Там все так приготовлено, там красиво, посыпано, усыпано. Названия там шикарные, там чуть ли не дефлопе. Да. Я даже не вспомню сейчас, очень крутые названия всякие. Вчера я ел дорадо на ужин, понял?
А ты не знаешь, что такое Дорадо? Тигран не знает. Эльдорадо? Тигран знает такой лещ, да? Лещ. Знает лещ, а Дорадо он не знает. Сибаса, знаешь, что такое? Сибаса? Сибаса. Значит, ты прикалываешься? Я рыбак. Сейчас мы пойдем потрапезничаем. Ужинаем. Тигран пирожками, а я индейкой на пару. И включим музычку. Включим музычку. Покажем, что тут с Бэхой происходит. Пока не стемнело, надо сделать, кстати.
ругаются, говорит, музыку выключать надо. Чё, Тигран, громко? Да тут нет, тут гораздо. Зашумлен? Вообще всю охуенность кадра испортил. Тут надо было сейчас так раз, камера плывет, И вот так другая идти обшивка тут надо, раз. Парень здесь. Едем к Диме. Дима расскажет нам, как он делал обшивки. По дороге к Диме располагается Главное управление ГИБДД по Ростовской области. А поэтому после их переезда штрафы за тонировку очень сильно участились. Ну, радует, что сделали дорогу к Диме. Тут была такая, мягко говоря, не очень. Так вот, приехал к Диме, который уже ассоциируется у всей России с Sound Quality. Уже демотиваторы делают с его лицом. Нарукожопил кто-то с фронтальным басом. Лицо Димы удивленное. Очень известная уже личность. И вот повезло мне, что живет он в Ростове. Именно он занимался, ну, можно сказать, большей частью инсталляции в этом автомобиле. Самые сложные работы выполнял он. Это обшивки дверей, объемы, ну и установка магнитолы, ну и также уголки. Сейчас Дима про все это расскажет, какие были сложности. Если кто-то захочет сделать так же или похожую инсталляцию, все контакты под видео Димины, и его драйв, на драйве он часто сидит, его гольф, там подпишитесь на него, тоже очень интересный проект сейчас готовится к Европе. Финал Европы 8 марта, надо выезжать уже. 8 марта финал Европы. Вот Нет, Дима. Финал будет 17-го, но выезжать уже надо доехать. Вот Дима делает сейчас Infiniti и параллельно занимается своим автомобилем. Про Infiniti чуть-чуть тоже будет отступление на втором, наверное, канале. Такой тизер небольшой. Если повезет, а обычно нам не везет, мы снимем полный обзор про этот Infiniti. Но я уже боюсь обещать. Мы обещали Тиану, мы обещали 140-го. И что-то вот хозяева уезжают, машины не предоставляют. Нет, этот не уедет, пока все не снимем. Так, Дим, ну давай по порядку. Во-первых, наверное, скажи, что это не самый простой заказчик был, или это для тебя нормальные такие работы выполнять? Итак, всем привет. Мои отношения в этом автомобиле, с этим автомобилем начались с того, что Саша привез нам коробочку под названием Intro и попросил установить мультимедийное штатное головное устройство, что мы вместе с Сергеем Скилковым успешно сделали. Вот. Но Саша не был бы Сашей, если бы на этом остановился. И когда он начал вынашивать в голове уже свой громкий проект, я почел за честь включиться в этот проект.
Моей задачей что было? Оформить обшивки дверей, то есть заниматься акустикой и установка головного устройства. Головное устройство, несмотря на известную Сашину нелюбовь к бренду Pioneer, все равно мы сделали на базе Pioneer 99, потому что это единственное головное устройство, способное полноценно работать с флешкой и разруливать по каналку со всеми пирогами. Но, зная особенности владельцев BMW, мы также учитывали нарушение внешнего вида, чтобы ни в коем случае не произошло. И что у нас в результате получилось? 99-й был расчленен, панелька стала вместо пепельницы, а тушку мы перенесли в багажник. В этом есть свои плюсы и минусы. Из плюсов в том, что у нас шикарный внешний вид. Когда не надо привлекать внимание, мы все это можем спрятать. Когда нам надо управлять системой, контролировать ее, пожалуйста, открываем и все видим. Также плюсом это короткие межблочники, то есть магнитола находится в непосредственной близости к усилителям, и за счет длины проводов у нас меньше проблем с наводками и лучший сигнал проходит по проводам. Основной проблемой в магнитоле была толщина панельки. Дело в том, что там, где сейчас лежит уже сама панелька, проходит штатный воздуховод для обогрева задних пассажиров, и нельзя было особо вниз уйти, но и вверх уйти было нельзя, потому что тут находится крышка. И вот и большим трудом поймали вот этот баланс, что у нас и крышка открывается, закрывается, и панелька ему не мешает. Это рассказал о плюсах, теперь о минусах. На мой взгляд, основной, матерого эскьюшника, то, что усложнен доступ к чтению дисков, то есть чтобы послушать диск на Сашиной системе, это большая проблема. Но Саша изначально поставил задачу, что USB только USB для подключения или к флешке, или к айфону, поэтому проблемы диска у нас не стоит. формата он читает, поэтому... проблема решена. Если очень захочется качества, тут проблема решается записью просто. И другая, просто грандиознейшая проблема, не знаю, как Саша с этим борется, то, что лишился он подстаканников, и теперь некуда поставить ни кофе, ни коктейль. Как некуда, это же бизнес-класс, благо у нас тут есть задние подстаканники, подлокотники откидываются, как и в тройке у меня в принципе было, так что я с этим смирился и как-то пью кофе. Головное устройство это было первым этапом работ, второй этап работ это было оформление заводских карт под установку акустических систем. Изначально была задача поставить четырехполосную систему. Саша выложил название этих динамиков. Если честно, я до сих пор не знаю, какие динамики, что. Они меняются. Лично мне нужно было знать, это посадочный диаметр динамиков, чтобы именно под них можно было приготовить посадочные места. И объемы, под которые готовить уже внутренние корпуса. Значит, наверняка все уже знают, что 20-ки медбасы работают на объем двери, а серединки, я их называю большая серединка и маленькая серединка, работают каждый на свой объем. Объемы выполнены из стеклопластика. Это была для меня очень интересная, кропотливая, но действительно интересная работа. Я ее принял как личный вызов и считаю, что справились мы с этой задачей успешно. Из недочетов по оформлению дверной карты только один. Концепция была такова, что там, где вы сейчас видите динамики, должны были ставиться такие защитные сетки а-ля домашка. Но в силу ряда причин эта идея пока не доведена до конца, но мы с Сашей не оставляем надежды, что... Я забил хуй, скажи как есть. Что мы рано или поздно... У нас есть все уже, кроме жесткости. Скоро закроется сетками, чтобы не оскорблять чувства владельцев BMW других, их не будет видно динамики, они будут... Должен подчеркнуть следующее. Старались также учитывать дизайн дверей, который сделали инженеры BMW, далеко не глупые люди, и старались соблюсти какую-то симметрию. К примеру, наклон этой плоскости, он переходит уже в наш подиум, и все это симметрично повторяется. Опять же, был очень важный момент. Динамики нельзя было далеко углублять, иначе бы они препятствовали опусканию стекла. Но точно так же нельзя было их двинуть вперед, потому что не закрывалась дверь, упирались сиденья. Но можно убедиться, Саша, наверное, покажет, что даже при закрытии двери свободно проходит рука, и регулировки кресла нормально осуществляются, даже при закрытой двери. Опять же, удалось поймать такой баланс.
Вот. И последнее, что мы здесь сделали, это изготовили подиумы под высокочастотники. Саша долгое время ездил вообще без высокочастотников, потом мы на планках от гипсокартона, просто их закрепили, но после какого-то времени все-таки добили мы и это дело. Значит, стремились мы к чему? Чтобы, конечно, это все делалось, и в основном шпаклевкой выводилось, после чего красилось. И вот цвет краски, структуру краски старались максимально близко сделать похожей на пластик обрамления стекла. Мне кажется, нам это удалось. Да, вполне. Ну и стоит, наверное, сказать, что изначально концепция была вот максимально штатный вид. Я поэкспериментировал с пищалками маленькими, которые помещались в штатные уголки P-Audio 407N. Это самые громкие твиттеры, которые можно разобрать, достать из рупора. И они, имея размер обычной пищалки автомобильной, ну чуть-чуть больше, играют очень громко. Но мне их хватило ровно на неделю, поэтому здесь со штатным видом пришлось расстаться и сделать вот такие вот уголки. Но надо отдать Диме должное, сделал он их очень качественно. Я видел, как он их делал, он там дорабатывал, примерял. Я на примерку приезжал, я не знаю, если не соврать, раз 5, наверное. То есть каждый раз доводились все эти зазоры, чтобы плавно во всех местах ложился подиум на дверь. И, как бы, мне кажется, Диме удалось это сделать отлично. Он, ну, конечно, это не штатный вид и оскорбит многие чувства, но концепция системы не позволила сделать такое громкое звучание, сбалансированное, с маленькими твиттерами. Очень высокочастотная составляющая спектра отставала сильно от фронта, ну и тем более от баса, про который расскажем чуть позже. Часто спрашивают, какое масло лью я в BMW. На самом деле не так уж и часто, и в основном это Дима спрашивает. Вот, это минутка рекламы. Масло я вам не скажу, какое лью, вы должны угадать. Кто отгадает, какое масло я лью в BMW, получит пожизненный запас масла в подарок. Не только в BMW, в какие еще автомобили? В любой автомобиль. Нет, ты льешь. Подсказка находится сейчас вот в этом кадре. Я уверен, что немногие смогут догадаться, но кто-то точно догадается. Нет, ты людям расскажи, ты льешь это и в пятерку, льешь это в единицу. И в тройку, и в копейку. И в тринашке то же самое. И в копейку, да. Только какое вы должны угадать. Или не будем дарить пожизненный. Давайте просто угадайте, мы не будем вам дарить пожизненный запас. И по басу расскажет кто? Кузя? Всегда я. Кузя не подготовился, поэтому расскажет Артем. Чтобы ему было проще, я просто задам несколько вопросов. Артем, какая настройка сейчас у нас? Настройка где-то 38 Гц. Два порта, 160 трубы с двумя раскрывами, литраж где-то 110-105 литров. Менять будем что-то? Да, мы зажмем объем и чуть-чуть укоротим трубы, вот, чтобы у нас настройка уползла вверх и машину так не ломала. Да, Пока вы зажимаете объем, машину ломает сейчас очень неприятно, и надо поднимать, во-первых, настройку для этого, во-вторых, я люблю повыше, чтобы плотный был такой бас, чтобы прям панчило с сабвуферами. Вот, это уже какой, третий короб у нас, да? Да. Первый короб у нас был под 2 Pride S, второй короб вы видите вот здесь. Отличный короб, и я рекомендую его кому-нибудь купить. Он с утоплением, он зашкуренный, офигенный короб. Я, к сожалению, не смог его послушать, потому что он не поместился, блядь. Я не знаю, вот Тёма сделал 3 коробки, одна не поместилась. Хуй его, как он так умудрился. Ну просто Тёма, вот видите, чем занимается он. Его тоже можно понять. Он вот это вот бросает на 5 минут, идет, делает, пилит быстро короб и возвращается вот эту вот херню делать. А что, сиденье нормальное?
А мы тем временем возвращаемся к Тиграну, чтобы подытожить этот обзор, который не знаю, сколько я снимал, еще даже не знаю, сколько я его буду монтировать. Надеюсь, в ближайшие дни вы его увидите. На 23 февраля подарок. Итоги. У нас получился очень громкий проект, стабильный, качественный, все в меру. Компромиссов в этой системе очень мало. По деньгам она неприлично дорогая, эта аудиосистема получилась. Как в плане работы, там очень, такие работы выполнялись, которые как бы нестандартные. Дима вот эти двери делал, он не каждый день делает такие объемы в дверях. Перетяжка полная дверей осуществлялась. По поводу питания тоже аккумуляторов поставили более чем достаточно. Под эту музыку хватает. Даже вот на полном расколбасе, там 2-3 минуты, если слушаешь, ниже 12,5, 12,2. Вольтаж не уходит. И вот все проблемы в автомобиле решались без каких-либо поблажек. Вот надо питание, именно хавкеры, надо большую емкость, много аккумуляторов, значит их надо. Спарку мидбасов, потому что по мидбасу провал обычно происходит. Поставили спарку мидбасов. Протяжек сколько нужно, столько и поставили. То есть все делалось либо с фанатизмом, либо больше, чем нужно. По поводу качества звучания, конечно, подводят трески в салоне, но мы с Тиграном занимались тут вот неоднократно этим. Я приложу, кстати, видео, как мы ищем, где трещит в салоне, как это устраняем. Конечно, иногда приходится разбирать там очень много, чтобы устранить какую-то маленькую трещоточку. Обычно люди на это не идут, мучаются, слушают. Вот таких компромиссов в этой системе почти нет. Объемы в дверях сделаны для того, чтобы получить максимальную отдачу от среднечастотников. Среднечастотники находятся в объемах, соответственно, можно больше влить мощности. Играют они очень громко. Для одной пары 16,5, одной пары десяток, там очень громкая середина и с большим запасом. Плюс вот сейчас в этой компоновке стоит DevBones, тоже запас посередине огромный. Салон очень порадовал, он мягкий, взбитый, большой, вот очень мало трещоток. Вот в основном плафон у нас трещит и задний стоп-сигнал. Сейчас над этим работаем. Тигран почти уже устранил все призвуки оттуда, но все равно косяк есть с их монтажом. Я не знаю, я уже вплоть до того, что думаю, придется саморезами их вкручивать там под шестигранник. Может и до этого дойдет, но плафон реально отрывает, и он уже падал несколько раз, и это неприятно. Покажи. Сейчас будем демонтировать. С обеих сторон, да, оторвало пластик? Да. Вот оно тоже гремело. Вот и куда больше, а? Тигран, покажи конструкцию, которую немцы рассчитали неверно. Все, она ж не нужна уже, да? Нет. Вот так вот, ребята. Видите? Тигран врубается лучше баварцев. Эта хуйня не нужна. Сейчас и гараж зашумим, походу. Да, вот фонарь, он сейчас, вон он уже лежит готовый, сейчас будет ставить. Сейчас он запихивает вот туда модулин, да? Карпет. Карпет. Модулин не получилось. Потому что трещит вот в этом месте парприз к стеклу, где прилегает. И вот задний плафон обязательно надо будет сейчас тоже клеить, потому что он ужасно трещит. Это, конечно, провал любой громкой инсталляции. Если вы ставите очень много сабвуферов, надо быть готовым к тому, что трещать она будет по-любому. И вы где трещит и что узнаете только после запусков. И самое ужасное, что потом вы послушаете еще пару недель и еще что-то затрещит. Поэтому первый месяц от прослушки такой мощной басухи машину надо доклеивать, проклеивать, подклеивать. Если, конечно, вас не раздражает вот этот треск, меня очень раздражает. Басуха гораздо приятнее играет, если... Слушай, я не пойму, что тут трясется, то ли у тебя, то ли в машине. Давай еще навали, вот так и... Заведи ее, заведи и навали. А? Все, хорош. Я нашел, Тигран. Я нашел. Иди посмотри на лючок бензобака. Вот так, наверное. Я включу, да, ты приколишься сейчас. Вообще жесть. Вот так вот. Очень удобно приложение скачать Loud Sound. Оно есть для iPhone, есть для Android. Очень удобно проклеивать
кузов, не только для соревнований нужно. Включаешь и на нужной частоте слышишь, где что трещит. В общем, очень удобно вот с помощью такого приложения проклеивать машину. То есть вы на разной частоте пускаете синус и слышите, у вас то там загремело, то там загремело. И проклеиваете по ходу, где надо. Замок опять у меня этот сломался. Слушай, ну она гремит вообще не по-детски. Я представляю, как люди в ахуе, когда я мимо по городу еду, басука играет. И лючок бензобака такой. Больше таких косяков по аудиосистеме особых нет. Только вот треск снаружи, ну там это молдинги на дверях. Я не знаю, сможем мы с ними сделать что-то или нет. А сзади их похуй, пусть трещит там, в принципе. Там ничего не трещит такое, что не закреплено. Это просто крышка багажника. У нее очень большой ход. Его можно утяжелять, делать вибру. В общем, очень много в таких инсталляциях косяков, очень много челленджей, да, которые нужно делать, что-то происходит. И либо можно забить, либо сделать абы как, либо делать хорошо. И вот эта система доводится до ума уже больше, не знаю, больше полугода точно. И не помню, когда ее запустили. Начали ее делать в прошлом году, по-моему, в феврале или в марте. Запустили ее ближе к лету уже, и вот до сих пор она доводится, что-то меняется, что-то улучшается. Сейчас самое главное в этой системе есть, это ее можно слушать. А ее можно слушать громко, ее можно слушать долго. Если затрахаешься слушать музыку, можно посмотреть Comedy Club. В пробках можно всегда посмотреть новости. При этом этот автомобиль комфортный, быстрый, мягкий, престижный. Мне очень нравится вот и сама машина, и эта инсталляция. Поэтому если подвести итог, BMW не все правда, что говорят, что они там какие-то ненадежные. У всех бывают косяки машин. Ну вот это в меру ломается. И вот для 3-4 годовалого автомобиля не трахает она особо мозги. И к тому же мы добавили к ней крутую шумовиброизоляцию, хорошую музыку, на ней отличные диски стоят, очень стильно смотрятся, в меру занизили. Вот я этим проектом очень доволен. Я получаю сейчас, вот самое главное, для чего проекты делаются, да, в итоге, не чтобы кому-то показать, не чтобы там заработать денег, да, это не рекламная моя машина. Самая основная цель в конце — это вот ехать за рулем и получать удовольствие. Сейчас эта машина на 100% эту цель выполняет. Я могу сейчас, вот я, кстати, от Тиграна уеду, он будет работать, а я по городу покатаюсь. Не буду я работать. А я буду музыку слушать, кайфовать. Ну и, конечно, она привлекает внимание, она привлекает взгляды на дисках, когда она едет, она и по внешке привлекает взгляды. Очень часто обращал внимание, смотрят на диски, это приятно. Ну и когда валит музыка, там невозможно не обернуться, очень издалека слышно машину. Я еще раз вам говорю, что вот у нас такое увлечение, не совсем понятное всем. Я вас очень прошу, чтобы нас не считали там долбоебами, как и вот любителей громкого автозвука. Пожалуйста, не включайте в частных секторах, в узких проулках, ночью, вечером тоже старайтесь избегать этого. Ну, уважайте других людей, тем более подумайте о детях, там у кого-то спит ребенок. И я вот вас призываю, слушайте музыку с закрытыми окнами, либо вдали от жилых домов. Ну, разумно это делайте, тем более с открытыми дверьми, там вечером, ночью. Не надо включать громкую музыку, показывать всем, какой у тебя крутой сабвуфер стоит. Короче, будьте вежливыми. И поблагодарить хочу людей, которые приложили к этому автомобилю руки. Это, ну, получается, ни одному мастеру загнали, и он все сделал. Это такой проект, в котором соединились разные мастера, и каждый делал то, что он там делает лучше всего. Я хочу Тиграна поблагодарить, Диму Бекренева, Сережу Скилкова, они вот вместе с Димой делали. Диму, вот, который на портовой сейчас нам перетяжкой занимается, он, кстати, перетягивал уже обшивки для проекта «Тачку на прокачку» Антона Воротникова, скоро вы увидите его работу на 140-й Мерседес. Тот самый Дима, у которого Peugeot такой же, как в такси. Также всем пацанам, которые вот в магазине я подъезжал, басухой, которые занимались, это Кузя, Артем, посадочник, даже Денчик нам помогал там чем-то, не помню. Чем? Покурить возле машины? Покурить. И по самой тачке, вот спасибо Ашоту, его сервис, я тоже прикреплю адрес снизу, я рекомендую вам этот сервис. Очень хорошее отношение к клиентам, очень быстро делает, очень недорого, и к тому же помогает по запчастям очень сильно Ашот. У него там через вечный двигатель какие-то выходы есть, очень хорошие скидки. Мне вот очень дешево, очень быстро и с отличным отношением вот отремонтировали радиатор, заменили тормоза. Поэтому вот всем этим людям спасибо. Этот проект такой очень много людей в себе объединил, и все для одной цели, чтобы я слушал громко музыку. Все, всем пока. Подписывайтесь на Тиграна Инстаграм. И Loud Sound. Loud Sound, да.
Если хотите видеть, как он делает машины, вот смотрите, очередной проект у Тиграма в Инстаграме. У Тиграна в Инстаграме он есть уже, вот они приступили, тут будет трехполоска. Короче, об этом позже, но если кому-то не терпится, можете смотреть за прогрессом в Инстаграме Тиграна. Что сделано, в рот выигран. В рот выигран. А что сказать, в рот выебан, что ли? Придется запикать. А в рот выигран не надо запикивать. Также рекомендую делать ее у Тиграна. Да? Что микрофон у меня?